Всем привет, меня зовут Ируша, и в этом видео я буду говорить о том, что женщины, к сожалению, деградируют в отношениях, и мужчины перестали верить женщинам. Сегодня она твоя, а завтра она так решила, что ты больше ей никто. Мужчина вмиг чужим становится для женщины, с которой мог прожить очень долгое время. Давно ушло время гордости и предубеждения. И на смену сейчас пришли новые героини. Мужчина увидел спящую принцессу, вышел и сказал: пусть спит. Вот сейчас настроения мужчин такие, что мужчины пройдут эту спящую красавицу и ничего не сделают. Сегодня на какое-то количество женщин положиться нельзя. Они бесполезны как партнеры. Многих мужчин душевная травма после отношений с женщинами. Они не понимают, почему женщины так поступают с ними. Приписывают эту фразу Будде: нет привязанности, нет разочарований. Мужчины сейчас это и делают, просто не привязываются ни к отношениям. Как говорят сами мужчины, нормальная женщина с самого начала не интересуется недвижимостью мужчины, она не интересуется, какая марка машины у него. Сейчас же это постоянно можно встретить. Мужчины предостерегают других мужчин и говорят на своем опыте, чтобы мужчины не верили женщинам, потому что они обманывают. Вот, к примеру, женщина, которая делилась с другой женщиной о том, как она разводила богатенького, а он такой лопух, ничего не понимал, там другое слово, но не буду его говорить. Параллельно она еще искала себе спонсора другого, потому что у того лопуха деньги заканчивались, а без денег он ей не нужен, естественно. Как в известной цитате: если тебе доверяет, это не значит, что человек дурак, это просто значит, что доверие было к тебе больше, чем ты этого заслуживаешь. Как вот назвать просто такую женщину? Конечно, после такой, если мужчина встречает, то потом просто настолько разочаровывается в женщинах, что ему кажется, что все такие. Знаете, как в этой фразе: главное, в окно не смотри, тебя там ждет облом. Вот так вот мужчины посматривают и действительно натыкаются на этот самый облом. Сказки от женщин, что ты — это я, мы друг для друга созданы, пройдем этот жизненный путь вместе. Мужчины больше в это во все не верят. Женщина сейчас подождет удобного случая и возьмет свое. Знаете, как где-то было написано, что лгущий мужчина, он больше понимает, что он лжет, чем женщина, которая обманывает, которые уже настолько живут в этом, что совершенно не разделяют, где правда для них, а где вот эта игра, которые надевают вот это вот платье, можно так сказать, хамелеона, да, и меняются в зависимости от ситуации, которая им выгодна. Как говорил исследователь, что падение женщин — это последняя остановка, на которой гаснет жизнь. Об этом я сегодня поговорю. Мужчины сейчас столкнулись с тем, что женщины, они не будут ломать голову над тем, поступила она правильно или неправильно, по совести или нет, нравственный ли это поступок или нет. Она скорее подумает, что мне за это будет в каком-то денежном эквиваленте. Что об этом скажут другие, к примеру, потому что женщина очень зависит от общественного мнения. Время такое диктует от того, что свобода у женщины. Возьми то, что хочешь. Причем любым способом. Потому что грани и правила, которые были раньше, сейчас стерты. Только наивные мужчины думают, что женщина будет мучиться, переживать. Иногда я слушаю какие-то истории, как женщины просто разводят мужчин, и просто ужас в глазах, как хладнокровно они потом об этом рассказывают. Как я лично слышала, как школьницы две обсуждали какой-то развод, с которого очень хорошо можно поиметь. И, конечно, у девушек таких, у девочек еще, какие там девушки, я надеюсь. Хотя сейчас мужчины тоже говорят, что очень все рано у школьниц начинается. Это школьницы были. И вот какая идея закладывается у таких школьниц, что
Можно ничего не делать, свести мужчину какого-то. И взять какие-то интервью, куда приходят, рассказывают женщины о своих проблемах. Я вижу много действительно женщин, которые говорят, какие ужасные мужчины. Но а где программы, где будут говорить о мужчинах, о том, с чем они сталкиваются на самом деле, с непорядочностью женской, с неверностью женской, с обманом, как их жизнь рушится потом. Огромное количество людей на планете, да, но нам же интересна наша личная жизнь каждого. И вот взять человека по отдельности из этого мира одного, и у него будет своя какая-то история. А чаще всего сейчас это история, которая очень ранит душу мужчин. Знаете, мужчина — это... Как это вот я читала, что мужчина — это статика, а женщина — это динамика. Мужчина будет чаще вот в моменте, да, он умеет в моменте как бы получить, да, радость, удовольствие, а женщина все время вот она как бы, ей надо вот что-то еще. Вот для счастья нужно что-то еще. И поэтому в моменте не получается быть счастливой, и так и всю жизнь что-то она ожидает. В современных женщинах вседозволенность, а мужчина — это не указ, им вообще никто не указ. Эти манипуляции, которыми, конечно, обладает в совершенстве женщина. Мужчины вообще стали легче относиться к отношениям, созданию семьи, и некоторые так шутят и говорят, что если у тебя не получается в отношениях, значит, это не твое. Займись чем-нибудь другим, что тебе понравится. Одна из задач женщины в семье, если не самое главное, это создавать благополучие в своей семье. Это уважать того, кто рядом, отдавать поддержку, заботиться и быть хорошей мамой, заботиться быть хорошей женой. Куда все уходит? Точнее так, это не уходит, это даже не прививается с самого начала. К сожалению, наверное, нельзя 100% сказать, что виноваты только женщины. Здесь, конечно, проблема в том, что нет, наверное, такого примера, прям вот, что там в медиа, например, появлялись только вот там достойные, да, чтобы девушки и женщины равнялись или как-то видели как пример. И показывается скорее как бы под вопросом, да, достойно ли это или нет. Задаться целью растить девушек, там, начиная с молодого возраста, чтобы они были воспитанные в лучших традициях, чтобы они были подготовлены, скажем так, к семье и имели какие-то нравственные, правильные ценности, то просто задать пример, постоянно, чтобы это было, об этом говорили, чтобы это преподавали, например, и тогда вопрос решится. Сказать про фильм «Барби» 2022 года, где показывается такой альтернативный мир, правит матриархат. Когда героиня решает покинуть этот мир и оказаться в реальности, она попадает в суровые условия. В этом мире правят мужчины, а на женщин смотрят как на объект желания. А Кены, они живут в тени, это мужчины Барби. И у них считается удачным только если Барби на них посмотрела. Ну, там, конечно, в фильме показывается, что женщинам предъявляются условия хорошо выглядеть, что якобы там это так как-то тяжело. Вот это вот фейм фаталь, да, вот все-таки там показывается тоже в фильме, что как можно с помощью манипуляции и все-таки с помощью мужчин добиваться того, что ты хочешь. Вот так перефразировала. Все-таки хочется, чтобы к женщинам предъявляли требования, чтобы она человеком хорошим была. Вот в заключение хочется сказать, чтобы женщина ведь не какая-то кукла Барби, у которой на уме только вещи или как ей хорошо выглядеть и себя подороже продать, а нравственная, а чтобы была нравственная сторона на первом месте, как она поступает по отношению к другим и в том числе к мужчине. Хотелось бы, чтобы женщина по-настоящему любила. Мне кажется, когда ты любишь по-настоящему, то это чувствуется. Нельзя никак обмануться или обмануть. Оно либо есть, либо его нету.
Всем желаю любви и увидимся уже завтра в новом видео. Пока!